Всем привет! Сегодня вы услышите от меня только одну маленькую теорию насчет того, каковы мотивы Венни в игре FNAF Security Breach. Да, многие скажут, что мотивы Венни это мотивы Афтона, но да, по сути тут да и нет. Я объясню, почему это так. Также хочу сказать, что мне кажется, что моя теория кажется верной, потому что она звучит достаточно логично. Ну что ж, давайте начнем. В этом видео я буду использовать всю информацию из серии видео, которые я выкладывала в течение месяца, может даже 2. Именно поэтому убедитесь, что вы посмотрели все выложенные видео из этого списка. А так теория будет очень проста. Она основывается на желании Уильяма, а именно выпустить того из тюрьмы, в которую он попал после событий из ада, созданного Майклом Бруксом специально для него. Для этого мы будем делить видео по темам, так вам будет проще понять, как Уильям попал в игру. Тут, как ни странно, нужно следить с того момента, как закончились события пиццерии симулятора. Афтон горел в ловушке Генри, но, как оказалось, не догорело, чем воспользовались разработчики VR-игры в будущем. Они нашли обгоревшее тело Спрингтрапа и вынули из него плату, в которой была душа Уильяма Афтона. И они же неосознанно вселили его в игру, заперев его там же, создав непонятную аномалию. Почему Уильям не в аду? Многие скажут, что Уильям после сгорания в ловушке попал в ад, но это не так, и я объяснила почему. И даже объяснила, что это было за место. Это и была душа Афтона, в которую вселился Майкл Брукс. Он точно так же, как и Эндрю, воспользовался беспомощностью своего убийцы, вселился в него и издевался над ним. И оба они пожертвовали своим освобождением, чтобы как следует наказать убийцу. Именно поэтому, не отпустив душу Уильяма и сохранив ее в живом состоянии, он обрек своего убийцу на возрождение. Цель Уильяма. Разобравшись в том, как он туда попал, можно понять, чего он хочет. По сути, он это говорит. «Выпусти меня». Он хочет выбраться из игры, в которой его заперли. Попытки сбежать. Он, выступая в роли глич-трапа, пытался слиться с игроком, но те имели способность сопротивляться. Он хотел сделать точно так же, как и Эндрю со своим убийцей, вселиться в саму душу. Но Эндрю воспользовался беспомощностью своего убийцы, и именно поэтому смог в него вселиться. Точно так же, как и Майкл Брукс воспользовался беззащитностью Афтона на момент пиццерии симулятора. Тем более он пытался слиться со взрослыми и здоровыми людьми, чья воля будет больше, и они способны к большему сопротивлению. Так в итоге становится понятно, что во время слияния Уильям попадал в душу игроков, но те не давали ему контроля над собой, что как раз и возвращало его обратно в игру. Появление Венни. Вот тут уже куда интереснее, ведь он поступил с ней немного по-другому. Да, сначала он пытался с ней слиться, но та благополучно превратила его в игрушку. Но когда она оказалась внутри тюрьмы Афтона, открыв ему дверь, то это обрекло Венни стать его марионеткой. Как я уже говорила ранее, она оказалась в чертогах его души, что была заперта, когда она не нашла ключ и не вошла туда. Тогда Уильям поступил немного иначе. Он хоть и слился с ней, но не так, как он это делал в виде глич-трапа. Он захватил ее разум, сводя ту с ума, но контроля она над собой не теряет и добровольно следует указаниям Афтона, что как раз подтверждает ее реплики. Да, я тебя слышу, я знаю. Нет, проблем нет. Я понимаю. Да, это у меня. Я сделала сама. Думаю, тебе понравится. Нет, никто ничего не подозревает. Не беспокойся. Я буду готова и не подведу тебя. Будет весело. Он просто свел ее с ума, подчинил ее. Тем самым цель у него прежняя – выбраться в реальный мир. У Венни же появляется своя мотивация, которая удовлетворяет желание Уильяма помочь ему выбраться. Цель Венни – FNAF Security Breach. Теперь мы с вами знаем, что она хочет выпустить Уильяма в реальный мир. И мы наконец-то можем подойти к тому, каким образом она хочет его выпустить. И что она будет делать для этого. И прочитав кучу историй фрайтов, я точно понимаю, как она это будет делать. Грегори. Она будет использовать именно его.
Ты уже выбрала одного из них? Уже. Я понимаю. Я все сделаю, как ты говоришь. И да, я уже выбрала. Нам не зря дали понять, что Грегори будет целью Венни. И используя эти переговоры с Афтоном, точно можно понять, что она его выбрала для этого. Так что же она собирается с ним делать? Все просто. Она будет пытаться вселить душу Уильяма в тело мальчика. Как это возможно? Ну, учитывая, сколько всего я прочитала по вселенной FNAF, то вселение душ человека в человека не раз освещалось. Грегори – ребенок, и вряд ли он будет достаточно силен, чтобы сопротивляться воле серийного убийцы, который уже успел понять, как подчинить себе чужие души. Также, если наблюдать, что происходит в райдах и вообще во всей вселенной, можно примерно найти подтверждение теории о его вселении в Грегори и дальнейшем использовании тела мальчика как свое собственное. Например, история «Одинокий Фредди». Там отлично показано, как поменялась местами душа с одиноким Фредди. Самый также лучший пример — это Эндрю. Он был внутри убийцы. Он мог шевелить его телом, что уже играет как плюс для Уильяма. Мальчик слаб по сравнению со взрослым человеком, и его душу будет подавить проще. И тем самым заменить ее своей собственной. Именно учитывая, что эти души даже могут управлять телом, в которое вселились, если другая душа слишком слабая. Похоже, Грегори будет один из тех детей, которые типичные неудачники. Он будет слабеньким мальчиком, без каких-либо героической роли. Тот, кого будет легче всего подавить. Именно его выбрала Венни. Вот так вот. Мне кажется, будет все именно так. А что вы думаете по поводу моей теории? Напишите комментарий. Пока.